Всем привет, меня зовут Ольга. Мы находимся в отделе Гуродекор и снимаем видео, в том числе по запросу подписчиков. Сегодня как раз такое видео и есть. Оно разговорное, и нас просили рассказать, худо ли бедно, поделиться знаниями о финишных покрытиях. Это лаки, воски, патины. Ну, то есть на декоративную штукатурку мы покрываем. И чем мы ее можем покрывать и для чего? Ну, давайте начнем. Патина. Она может быть разного производителя. Мы в данном случае смотрим Декора. Это патина. Она придает декоративной штукатурке эффект разнотона, разноцветия. Вот так примерно. То есть примерно вот так. В глубине темнее, сверху светлее. Подожди, вообще, там просто белое. Не видно. Давай повернем вот сюда. То есть выкрас вот так подсними, потом вырежешь. Вот эта патина, например. Мы ее заколеровали, нанесли губочкой. Но патина, она не защищает поверхность, дополнительную не дает защиту. То есть патина, она придает только цвет. Это не лак, не воск, это не защитное средство, это средство для придания дополнительного цветового эффекта. Сверху, после патины, мы можем наносить лак, чтобы защитить, чтобы было более прочно, более долговечно и более устойчиво к мытью. Лак. Мы его не колируем, это просто защита для стен. Он бывает матовый, полуматовый, глянцевый. Это просто лак. Получается, если мы покрыли стены штукатуркой и нанесли белой, потом, значит, мы патину заколеровали, и далее нам нужно будет еще и лаком покрыть. Лак у нас бывает матовый. Это тоже производитель Декора. Матовый и глянцевый. Две баночки похожи между собой, но разное название. Здесь вот матовый указан, а здесь глянцевый. Мы посмотрели патину и посмотрели лак. Дальше. Бывает еще лак, например, лотус, с водоотталкивающим эффектом. То есть он более прочный для влажных зон. Ну, скажем, если это будет ванная комната, то зона с водой не подойдет он. То есть это не тот водоотталкивающий эффект, как бы нам хотелось. Он тоже для внутренних и наружных работ. Вот, кстати, например, на фасады его можно использовать. В чем разница между фасадом, там, где вот дожди идут, и ванной комнатой? Для меня, простым языком. Фасад, он, конечно, там и дожди, и снега, и ветра, и солнце, все это терпит, но там постоянно идет циркуляция воздуха, то есть там оветривается и все. А в ванной комнате все-таки влага больше копится, и туда надо более другое покрытие. Мы сейчас до него дойдем, до этого лака, который предназначен именно для ванной комнаты, в зону с прямым попаданием воды, и в том числе для пола. Так, лак и патину. Отшагни назад. И все. Лак и патину мы рассмотрели. Теперь наши фавориты – это те материалы, которыми мы пользуемся больше всего. Например, это воск. В чем его плюс? Мы его можем заколеровать, нанести вместо патины, и он уже одновременно придаст и цвет, и защиту. То есть это одно действие вместо двух, и одна банка вместо двух банок. Это и дешевле, и быстрее, и по трудозатратам, и по финансовым затратам тоже. Воск. Здесь написано воск декоративный база. Вот этот воск, содержится в нем восковая эмульсия, он такой как густой лак, булькает, слышно, не слышно? Вот, то есть это не как парафин, не воск для венецианских штукатурок, мы до него тоже дойдем, до этого воска для венецианских штукатурок. Воск база – это прозрачный состав, в него мы можем добавить лазурь, мы много раз это в видео смотрели. Лазурь, она тоже концентрированная, саму по себе мы ее не наносим, мы ее перемешиваем вот так вот с воском. Это получается, можно нанести как самостоятельное покрытие просто для защиты, так можно его заколеровать, а можно в него добавить лазурь для получения перламутрового эффекта. Воск бывает база, это прозрачный состав, а бывает база М, это состав с белым пигментом. Это как раз что касается подколировку. То есть если мы хотим заколеровать и покрыть белую штукатурку, получается, я достаю тот же самый образец. Например, мы можем получить вот этот эффект
Не с помощью патины и лака, а просто с помощью баночки воска. Вот так вот. Это торговая марка Инфектум. Дальше. Лак для ванных комнат. Вообще в ванной комнаты штукатурка декоративная, это хорошо. Это единое покрытие. Вам не нужно ходить выбирать дорогостоящую плитку. Плитка сколько стоит, наверное, все это знают. Никто ж по 300 рублей плитку давно уже не покупает. Она приличная, симпатичная плитка, там от 1000 и выше. И в среднем до 4000 вот такой вот примерно диапазон. И дороже тоже есть. Например, вы наносите штукатурку декоративную, вы выбираете цвета. Это, кстати, с мастер-класса люди наносили сами. Недавно они у нас приобретали, мы им показывали. Это травертин в двух цветах, то есть и прям в перемешку наносили. Единое полотно. Дальше они будут покрывать вот таким вот лаком. Это лак для ванных комнат и полов. Здесь полностью все описано. Вот так. В описании, хоть и мелко, но есть полностью все технические характеристики. Он предназначен для зоны с прямым попаданием воды. Там, где прямо холодная, горячая, прямо душевая кабина. Например, вы ставите душевую кабину без задних стенок, у вас поддоны, дверцы. Вот этот лак. Вы можете наносить штукатурку любую и покрывать вот этим лаком. Он матовый. Это лак двухкомпонентный полиуретановый, лак и отвердитель. Перемешивается 1 к 1, ну, то есть вот эта баночка выливается в эту, и хватает ее примерно на 7-10 квадратных метров. Также можно заколеровать. Вот этот состав колируем, а вот этот потом в него выливаем. Ну, чаще не делаем, чаще просто как защиту используем. Колеровать еще пока нет. И дальше уже пошли воски. Воски, именно воски густые, то есть такой парафин прямо, для венецианских штукатурок. Они очень разные по цене, от 2000 и до 6500, только у нас в отделе они есть. Например, воск зеркальный. То есть мы наносим на венецианскую, например, штукатурку вот этот воск и полируем его прямо до зеркального блеска. Дальше воск глянцевый. Глянцевый, ну тоже он блестит, как бы. Честно говоря, венецианку наносим очень редко, это такой очень специфический, именно вот в прямом понимании венецианская штукатурка, это когда под мрамор и так далее, очень-очень редко, не такой прям товар, но воски понемножечку все-таки берут. Вот воск глянцевый и также воск матовый. Все они используются для венецианских штукатурок, а также можно его использовать и на фактурную, но только он густоват, то есть я думаю, что работать им труднее. Вот честно, сама не работала, не могу сказать. То есть такими восками я лично сама не работала, поэтому отзывы не дам. Как на фактурную наносят, я имею в виду. Ну, в принципе, вот и все. Вот это получается то, что мы можем рассказать про финишное покрытие. Патина, лак, воск, еще другие воски. И лак для влажных зон, для ванных комнат и полов. Для внутренних, наружных работ. Это то, что у нас есть в отделе. И если у вас есть вопросы, вы, конечно, их можете написать в комментариях, мы ответим. Потому что мы ведь не ведем никакую запись, себе там вот такие портянки не пишем, чтобы вам потом читать на бумажке. Говорю то, что есть по факту, вот сейчас то, что вижу, то говорю. Я, может, много что могу забыть, поэтому пишите в комментарии, задавайте вопросы. Не забывайте подписаться, поставить лайк и включить колокольчик тоже не забывайте. Всем пока!